Всем добрый день! Сегодня у меня новая модель вот такая. Связаны полностью спицами на размер 38-39. Они у меня получились. В процессе вязания отвязанной детали буду измерять в сантиметрах, а также если меньше размер или больше размер, где сколько прибавить и убавить, я также буду говорить. Для вязания я взяла два цвета. Вот такой вот белый, даже он кремоватый немножко, и вот зеленый. Надеюсь, что хватит мне. У меня был неполный моток зеленого цвета. Спицы у меня, верхнюю часть и подошву я буду вязать спицами номер 2,5. Вот этот вот подъем между подошвой и верхней частью я буду провязывать бортик спицами номер 3. Пряжа одна у меня в 100 граммах 240 метров, это турецкий акрил, а вторая 250 метров. Так, сняла с манекена. Вот так вот он выглядит. Вязание я начну. Сначала свяжу верхнюю часть, потом сделаю обвязку из 3 рядов. Далее перехожу на подошву и заканчиваю пяткой задником. Полностью весь следок в сантиметрах. Сейчас сразу скажу. Полностью весь 24 у меня. До пятки. Ну, почти 23. Ширину 10. Так, перехожу к вязанию. Вязание начинаю с мыска. Для этого наберем на спице 13 петель. Первый ряд провяжу все лицевыми петлями, а далее перейду к узору и будем в каждом лицевом ряду добавлять в начале и в конце ряда по одной петле, расширять мысок. Набрала 13 петель, все провязываю лицевыми. Спица номер 2,5 сказала, да? А то могу забыть. Так, все провязываю лицевыми, последнюю кромочную я провязываю изнаночной петлей. Далее я вот здесь разрисовала схему, нарисовала, составила, рассчитала все. Сейчас вам это все хочу рассказать. Так, как-то надо увеличить немножко. Так, ну вот так немножко приблизила. Основное все видно, я так думаю. Схема у меня также будет на канале в шапке профиля. Графа записи. Там я размещаю фотографии и схемы, если такая имеется. Значит, вот смотрите. Полностью сделала верхнюю часть, нарисовала все. Начинаю с 13 петель. Далее один ряд мы провязали лицевыми. Теперь узор этот ленивый жаккард. То есть каждые 2 ряда, лицевой и изнаночный, провязываем разным цветом. Вот 2 ряда белым, 2 ряда зеленым, 2 ряда белым, 2 ряда зеленым. Это кубики у меня, я обозначила ряды. Этот ряд провязываем белым, этот зеленым. Там, где провязываем белым цветом, зеленый цвет, петли зеленого цвета мы снимаем, не провязывая. Ну и, соответственно, точно так же, где провязываем зеленым цветом, там белые будем снимать. Значит, прибавки я буду делать не в начале, как в конце. Я в начале сказала это по привычке. Вот провяжу первые 4 петли, потом буду делать прибавку. Потом идет узор, потом опять прибавка. Вот смотрите, после 4 петель делаю вот здесь прибавки. Вязать очень просто, потому что вяжется каждые 2 ряда одним цветом. Ничего не перебрасываем, протяжек нету. Нет, то есть, значит, до разъема я провязала 31 ряд, да? 31. И в ширину у меня 31 петля. Этот узор, он немножко стягивает. Я обычно вяжу 28-29 петель, а здесь посмотрела, не широко получилось. Поэтому я бы сказала, что и на 37 размер, и на 40 вверх можно вязать также, а потом уже вот обвязку можно, этот бортик, увеличить на 1-2 ряда или же уменьшить на 1 ряд. И точно так же потом мы будем делать по подошве. Большой размер 40 больше можно на пару петель увеличить, а 37 на пару петель по подошве уменьшим, например. Вот так вот. Значит, довяжем до разъема, потом буду вязать каждую половинку по отдельности.
у меня в высоту будет 24 ряда. Это если считать вот по лицевым рядам, по лицевым изнаночным дорожкам. Ну, я сейчас начну вязать, пока не закончится расширение. Там далее пойдет повтор узора, и уже будет все понятно. Но схему остановите видео, сделайте скриншот, или же можете на канале в шапке профиля также эту схему переснять, потому что заглядывать в нее желательно. Так как я сказала, у меня два цвета, белый и зеленый. Ну что, теперь уже начинаю вязать. Вроде бы по схеме все необходимое сказала. Угу, вяжем. Мы набрали 13 петель, и первый ряд, как я уже говорила, провязываем все лицевыми петлями. Следующий ряд у нас будет начинаться белым цветом. Я цвет меняю по изнаночной стороне. Последнюю петлю провязываю белым цветом. Ой, здесь петля слетела. Так, теперь переходим к схеме. Получается у нас первый ряд узора. Первые 4 петли провязываем белым. Все вяжется лицевыми петлями. Первую сняла, считаю вместе с кромочной. Вторая, третья и четвертая. Далее вместе с прибавкой 3 петли белым цветом. Одну прибавили, вторая и третья. Далее у нас должен быть зеленый цвет по схеме. Одну петлю зеленого цвета переснимаем, не провязывая нить за работой. Далее опять у нас 3 петли белым вместе с прибавкой. Одну провязали, вторую провязали, третью мы прибавили. Любым удобным для вас способом. И последние 4 петли провязываем белым цветом. Кромочную я провязываю изнаночной петлей. 1, 2, 3, 4. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжем без изменений, все по узору. Я первые пару рядов бегло пройдусь по изнанке. Далее изнаночную сторону снимать не буду, потому что это очень долго будет. Здесь все без изменений. Каждый одним цветом вяжем. У нас идет белый цвет. Провязываем все лицевыми. Теперь вот у нас зеленый цвет, снятая петля. Мы ее переснимаем, не провязывая. Нить опять перевели за работу. Оставшиеся петли у нас белым цветом. Провязываем. Так, довязываем ряд до конца. Закончили первый ряд. Так, следующий ряд у нас будет зеленым цветом. По схеме это видно. Я сразу цвет меняю. Так, переходим на лицевую сторону. Вместе с кромочной 4 петли зеленым. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее одну прибавку опять делаем. Одна петля белая. Мы ее переснимаем, не провязывая нить за работой. Далее 5 петель зеленым. Провязали 5 петель зеленым. И точно так симметрично повторяем вторую сторону. Одну белую пересняли, не провязывая. Далее одну прибавку сделали. Осталось 4 петли. Провязываем зеленым цветом. Это у нас второй ряд идет. 3 петли провязала, кромочную провязала, изнаночные. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаем, вяжем все по узору лицевыми петлями. Зеленым цветом провязанные петли провязали. Накид, который мы делали прибавку, провязали. Далее у нас идет белая петля снятая. Мы ее также переснимаем. Нить опять перевели за работу. Продолжаем вязание. Вяжем все лицевыми петлями. Опять у нас белая петля, которую мы переснимали. Мы ее также пересняли, не провязывая. Нить перевели. Заканчиваем этот ряд зеленым цветом. Довязываем все лицевыми петлями. До конца кромочную провязываю изнаночные. Так, довязали ряд. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд. Видите, и в конце ряда забыла поменять цвет. Такое тоже бывает. Ну, можно сбросить петлю, поменять. Следующий ряд у нас идет белым цветом. Так, это лицевая сторона. Вот мы провязали первый, второй изнаночные дорожки, я по ним считаю. Теперь у нас третий.
Так, продолжаем вязать по схеме. Первые 4 петли белым цветом. Также буду расширять. Как я уже сказала, я расширю, пока у меня на спицах не будет 31 петля. 1, 2, 3, 4 провязали. Сделали одну добавку. Одну петлю прибавили. Так, что у нас там дальше по схеме? Смотрим. Вместе с прибавкой у нас должно быть 4 петли. Одну прибавили, вторую провязали, третью провязали, четвертую провязали. Далее одну зеленую пересняли, не провязывая. Одну провязали белым цветом. Далее опять одну зеленую сняли. И 4 петли белым цветом вместе с прибавкой. 1, 2, 3 петли провязали, четвертую прибавили. Перед последними 4 петлями мы прибавляем всегда одну петлю. Далее оставшиеся 4 петли провязываем, довязываем белым цветом до конца, кромочную провязала, изнаночной, все. Третий ряд, переходим на изнаночную сторону, провязываем его по изнанке, точно так же вяжем, как предыдущие ряды. Первую сняла, оставшиеся все провязываю лицевыми, снятые петли мы переснимаем на спицу, не провязывая. Так, белым провязали, теперь далее у нас идет зеленый цвет, снятая петля, мы ее пересняли. Опять нить перевела. Здесь у нас одна белая провязала. Здесь одна зеленая пересняли. Опять нить провели. Ой. И довязываем лицевыми петлями до конца ряда. Ой. 1, 2, 3. Этот не считаем. Первый, второй, третий, четвертый ряд узора у нас. Лицевая сторона, зеленый цвет. Продолжаем вязать первые 4 петли вместе с кромочной. Провязываю зеленым цветом. У вас, конечно же, может любой быть цвет, но я называю, конечно, тот цвет, которым я вяжу. Так, 4 петли провязала. Сделала одну прибавку. Прибавили. Далее одна петля белая, пересняли, не провязывая, нить за работой. Далее идем по схеме. Одну провязываем зеленым, одну белую снимаем, 5 петель зеленым, провязываем, 2, 3, 4, 5 провязали, одну белую пересняли, не провязывая, одну зеленую провязали, далее одну белую опять сняли, одну петлю зеленым добавили и оставшиеся 4 петли провязываем зеленым цветом. Кромочную провязали изнаночной. Переходим на изнаночную сторону, заканчиваем 4 ряд по изнанке. Первую снимаем, зеленый цвет, провязываем все лицевыми, снятые петли мы переснимаем, не провязывая. Провязали, далее снятая петля, пересняли. Так будем вязать всю изнанку. Опять нить перевели, опять зеленый цвет у нас, провязала. Нить на себя, белую сняли, не провязывая, нить за работу. Опять продолжаем вязать, вяжем до конца ряда. Зеленым цветом провязали, нить на себя, у нас белая петля снятая, пересняли ее, не провязывая, нить перевели, зеленую одну провязали, опять белую одну сняли и оставшиеся петли до конца ряда довязываем зеленый цвет все лицевыми. Так, закончили 4 ряд, меняем цвет на белый, переходим на лицевую сторону, у нас будет 5 ряд узора. Так, лицевая сторона, 5 ряд. Сейчас я тут запишу первые 4 петли. Теперь мы провязываем белым цветом, светлым. Первая, вторая, третья, четвертая. Делаем одну прибавку, прибавили. Далее одна петля зеленого цвета, мы ее переснимаем, не провязывая. Так, одну прибавили, да? Ой, нет, нет, это 5 ряд. 4 белым провязали, одну белую прибавили, далее еще 2 белым провязали,
Теперь у нас идет зеленая петля. Мы ее сняли, не провязывая. Далее провязываем 3 петли белым цветом. 1, 2, 3 провязали. Одну петлю пересняли, не провязывая. И повтор симметрично. 1, 2, 3 белым провязали. Зеленую пересняли, не провязывая. 3 петли белым цветом вместе с прибавкой. 1, 2 и третью мы прибавляем. Осталось у нас 4 петли. Довязываем до конца белым цветом. Это у нас 5-й ряд. Переходим на изнаночную сторону. Вяжем все по узору, как я показывала в предыдущих рядах. Перешли на лицевую сторону. Зеленый цвет и 6-й ряд узора. Первые 4 петли вместе с кромочной зеленого цвета. Провязываем. Первую сняли, вторая, третья, четвертая. Сделали одну прибавку. Одну петлю белого цвета пересняли, не провязывая. Далее 5 петель зеленым провязываем. У нас формируется новый узор. Не знаю, как это звездочкой назвать. В общем, новый узор формируется. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее одну белую снимаем, не провязывая. Одну зеленую провязали. Одну белую сняли, не провязывая. И опять 5 петель зеленым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее осталось 5 петель. Белую пересняли, не провязывая. Сделали одну прибавку. Оставшиеся 4 петли провязываем зеленым цветом. Кромочную провязала, изнаночный. Все, 6-й ряд закончили. Сейчас закончим по изнаночной стороне. Возвращаемся в начало ряда. Лицевая сторона, 7-й ряд узора, белый цвет, 4 петли белым вместе с кромочной. Первую сняли, вторая у нас лицевая белая, третья и четвертая провязали. Одну петлю добавили. Далее провязываем 3 петли белым. 1, 2, 3. Провязали. Всего у нас здесь получилось вместе с прибавкой в начале 3, 6, 7, 8. Да? Далее узор начался. Одну петлю зеленого цвета пересняли, не провязывая. Среднюю петлю провязываем. Опять одну зеленую сняли, не провязывая. 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И повтор идет у нас. Одну зеленую пересняли, не провязывая. Среднюю провязали белым цветом одну петлю. Опять одну зеленую сняли, не провязывая. 4 петли вместе с прибавкой провязываем. 1, 2, 3. Четвертую добавили, довязали. Теперь боковая часть у нас. 4 петли осталось. Довязываем белым цветом. Все, это у нас 7-й ряд был. Закончили. Перешли на изнаночную сторону. Провязываем все по узору. Лицевая сторона, зеленый цвет, 8-й ряд узора. Вяжем весь ряд лицевой и изнаночный зеленым цветом. Первые 4 петли провязываем, снимаем кромочную и 3 петли довязываем. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее делаем одну прибавку. Сделали. Одна белая петля переснимается, не провязывая. Далее одну зеленую провязали. Одну белую пересняли. Продолжаем вязать узор. 5 петель провязываем зеленым цветом. Провязали 5 петель зеленым. Одну белую пересняли. Одну зеленую провязали. Одну белую пересняли. Опять у нас повтор узора. 5 петель зеленым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали.
Одну белую петлю снимаем, нить за работой. Одну зеленую провязали. Далее опять одну петлю мы сняли. Осталось 4 петли. Опять мы делаем одну прибавку, добавили. И оставшиеся 4 петли довязываем зеленым цветом. Это у нас 8 ряд. Довязали до конца. Перешли на изнаночную сторону. По изнанке вяжем все без изменений. Лицевая сторона, белый цвет, 9 ряд у нас. Здесь у меня будет последняя прибавка, да, последняя. Продолжаем вязание. Первую снимаем, 3 петли белым, 1, 2, 3, 4. Вместе с кромочной 4 белым. Далее одну прибавили. Еще 2 белым провязали. 1, 2 провязали. Далее зеленый цвет у нас идет. Петлю переснимаем, не провязывая. 3 петли провязываем белым цветом. Провязали зеленый цвет, пересняли одну. Опять 1, 2, 3 белым провязали, зеленая петля пересняли. Дальше 1, 2, 3 петли белым провязали. Одна петля зеленого цвета, переснимаем ее, не провязывая. Опять 1, 2, 3 петли белым провязали. Одна зеленая, мы ее переснимаем, не провязывая. Далее одна белым провязали, вторая белым провязали. Осталось 4 петли. Делаю прибавку. Все, закончила. Оставшиеся 4 петли довязываю белым цветом. Все, с прибавками покончено у нас. Далее все очень будет просто. Просто вяжем по узору, по схеме. Уже прибавок нету, ничего меняться дальше не будет. Перешли на изнаночную сторону. Это у нас был 9 ряд. Заканчиваем его по изнанке. Вяжем по узору. Довязываем все лицевыми петлями. Провязанные петли белым провязала. Зеленый цвет, петлю переснимаем, не провязывая. Вяжем до конца ряда. Перешла на лицевую сторону, поменяла опять цвет на зеленый. 10 ряд узора. Далее вяжу уже без прибавок. Повторяем все в шахматном порядке вот эти вот звездочки, снежинки, не знаю, как их назвать. Значит, если вам покажется, что это маленький, узкий, нет, он не маленький. Он потом это все обвяжется, сделается подошвой. Я тоже вначале глянула, говорю, ой, маленький буду распускать, не получилось. Потом говорю, нет, довяжу до конца, посмотрю в итоге. Ну, в общем, обвязку единственное распустила. В общем, рассчитала все. Значит, 10 ряд у нас, провяжу еще этот ряд, далее у нас идет все повтор, уже начался повтор, даже можно вязать без схемы. Вяжем вот точно такие же, как мы вязали внизу звездочки, снежинки. Продолжаем вязать, первую петлю сняли, далее вторая, третья, четвертая, зеленый цвет у нас, 4 петли провязали, далее белую одну пересняли. Теперь что у нас должно идти? 5 петель зеленым цветом. Я вниз смотрела, вязала без схемы. Ну, иногда, конечно, подглядывала. Сама нарисовала и сама там изменяла схему, все. Так, провязали 5 петель белым. Далее что у нас? Ой, белым, зеленым, извините. Одну белую пересняли. Теперь одну зеленым провязали. Опять одну белым пересняли. Опять 5 зеленым провязываем. 5 петель зеленым провязали. Одну белым сняли, одну зеленым провязали, одну белым пересняли. И последний узор. Опять 5 петель зеленым провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Одну белую петлю пересняли, не провязывая. Осталось у нас 4 петли. И довязываем этот ряд до конца. Зеленый цвет, все лицевые петли. Все, довязали 10 ряд. Значит, переходим на изнаночную сторону, провязываем все по узору. Так, перешли на лицевую сторону, поменяли белый цвет. Что у нас дальше идет? 11 ряд узора. Так, где наша схема?
Так, где мы остановились? Вот он, 11 ряд узора. Белый цвет. Опять мы вяжем 4 белым. Далее, что у нас идет средняя часть? 2 белым. 1 зеленая снимается. Повтор точно так же, как мы вязали внизу. Средняя белым цветом провязали, зеленую сняли. Для этого я здесь нарисовала кубики. Ну, вдруг кому-то будет сложно. Все, средние 5 петель белым цветом, зеленые петли мы переснимаем. Опять провязали 5 петель белым, зеленые переснимаем. Как было в самом начале. Значит, сейчас на 11 ряду я остановилась. Я провяжу, вот я на схеме, конечно, нарисовала. Здесь я закончу. Кто-то хочет повыше мысок, можно еще пару рядов провязать. Более мелкий хотите, можно раньше остановиться. Я довяжу до конца, замеряю свою длину и ширину, что у меня получится в сантиметрах. К вам вернусь и перейдем потом на боковые части. Ну что, вяжем, довязываем мысок, встречаемся. Закончила вязать мысок. Сейчас я его замерю. 31 ряд у меня в высоту. Вот мы здесь я остановилась. Сейчас сделаю разъем. Сначала провяжу правую сторону, боковушку, закрою петли, потом перейду на левую, а потом сделаю обвязку. Так, высоту он у меня получился, ну вот, 10 сантиметров. И в ширину 9,5. Значит, если вам узко, хотите пошире, что я вам могу предложить? Два варианта. Связать на спицах номер 3, сразу расшириться. Или же, например, если вяжете большой размер, 40, может быть и больше даже, добавить, вот здесь у меня по боковым сторонам по 4 петли, вот эти вот дорожки, полоски, да, по 5 сделать. Не по 4, по 5, 2 петли добавится. Ну, 31 петля, я думаю, достаточно. Значит, теперь что дальше делаем? Переходим на вязание боковых частей. Каждая боковая часть у меня будет состоять из 13 петель и посередине 5. Теперь продолжаю вязать все по узору. Точно так же, только средние 5 петель мы возьмем на запасную спицу, булавку. Так, значит, теперь боковая часть. Продолжаем вязать по узору. У меня белый цвет. Опять провязываю я первые 4 петли. Белым цветом провязала. Далее, что у нас здесь идет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть по схеме. Еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали белым. Так, далее, что у нас? Одна мы снимаем, одну зеленую, одну белым провязали. И последняя у нас получается кромочная. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 петля. Это будет кромочная. Провязываю ее лицевой. Здесь я кромочные буду вязать лицевыми для удобства. Теперь средние 5 петель я возьму на булавку, а вторую половинку оставим на запасной спице пока. Так, все, разделили вязание, перешли на изнаночную сторону и вяжем правую часть. Продолжаем вязать по узору. Точно так же изнаночная сторона, первую сняли, остальные все провязываем лицевыми по узору. Снятые петли мы снимаем, не провязывая зеленый цвет, то есть белый провязали, зеленые петли мы также пересняли. Так, вот провязала я сейчас первый ряд по изнанке боковой стороны. Меняю цвет и перехожу в следующий ряд, вяжу. Так, развернулись. Теперь что у нас там дальше? Зеленый цвет, да, у нас идет. Какой зеленый? Угу. Опять провязываю, все иду по узору. Значит, у меня высота будет сейчас. Сейчас я вам об этом скажу. Так, еще один ряд провяжу. Так, 4 петли провязала первых. Далее опять идем по узору. Смотрите, что у нас тут по узору. По узору одна зеленым. Я вам об этом не сказала, но решила, что вы догадаетесь сами. Карандаш свой не нашла. Значит, вот эти вот две точки, вот зеленые, я их вот здесь понарисовывала.
их в узоре не было в начале. Это я уже сама сделала, чтобы у нас через одну было, одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Потому что если этой зеленой клеточки не будет, тогда получится у нас аж 2 петли или 3 петли выпадает снятых. Поэтому я вынуждена, так сказать, добавила вот такую деталь в узор. Значит, сейчас что мы вяжем? Вот второй ряд, да? 4 провязали зеленым. Что у нас тут далее идет? Одну петлю мы белую снимаем, не провязывая. Далее одну зеленую мы провязываем. Одну зеленую провязали. Далее по узору опять у нас одна белая мы пересняли, не провязывая. Узор у нас продолжается. Сейчас формируется новый узор. Вот эта снежинка, опять я ее так назову, она у нас повторяется. Будет идти до самого конца. Одну зеленым провязала, одну белую сняла. Далее по узору 1, 2, 3, 4 зеленых провязываем. 1. Сейчас я это уберу, неудобно. 1, 2, 3 и 4 петля. Это последняя петля. Мы ее провязываем лицевой. Все, провязали. Получилось, что у нас здесь половинка только вот этого вот узора. Все, развернулись на изнаночную сторону, что я низко камеру опустила сильно. Первую снимаем и продолжаем вязать по узору. Значит, все. Здесь все, как вязали на мыске, точно так же продолжаем вязать. Высоту у меня будет 24 ряда. Это на 39 размер. На 38 на пару рядов сделаем меньше, где-то, наверное, 22. 22, 23. Говорю и думаю. На 37 еще на 1-2 ряда меньше. Ну, а если 40, у меня 24, 25 тогда оставьте. Но, опять же, я буду замерять в сантиметрах, а вы ориентируйтесь по плотности своего вязания. Потому что я, например, вяжу плотно. Как бы я не хотела слабо, у меня не получается почему-то так. Поэтому у меня может быть... Вот, иногда говорят, у меня большие получились. А я с трудом, я с трудом надела, на какой-то там размер примерила. Так, все, 13 петель. Продолжаем вязать боковую часть. Дойдем, провяжем нужную длину до пятки. Я к вам вернусь, перейдем ко второй части и продолжим. Я провязала 23 ряда сейчас в боковую сторону. Последний ряд у меня сейчас будет 24. И я провяжу его зеленым цветом. Все лицевыми петлями. И потом закрою. Все, вот здесь я остановилась. Значит, лицевой и изнаночный провязываю зеленым и закрываю. Провязала. Далее по 2 петли вместе закрываю. Две петли вместе закрыла. Все, закрыли петли. Теперь переходим ко второй половине. Значит, вторая половина у нас начинается с белого цвета. Так, первая петля это у нас будет кромочная. Далее одна белым, одну зеленую мы снимем. И оставшиеся петли все до конца у нас будут белым цветом. Так, вяжем. Сейчас подвязываем белый цвет. Так, 5 петель у нас средние разъем остались на булавке. Теперь первую кромочную сразу провяжу белым, потом этот хвостик закрепим. Далее идем по узору. Одна белым провязали. Что у нас дальше по узору? Одну зеленую снимаем. Все, оставшиеся до конца ряда мы провязываем белым цветом. Так, первый ряд боковой стороны, это у нас левая часть, провязали. По изнаночной стороне возвращаемся по узору, все первую снимаем, далее провязываем все лицевыми белым цветом.
зеленая. Тут у нас одна петля получилась. Мы ее снимаем. Так, и последняя петля по изнанке. Сразу подвязала я зеленый цвет. И сразу последнюю петлю провязываю зеленым, меняю цвет. Следующий ряд у нас будет начинаться зеленым цветом. Так, продолжаем вязать вторую сторону. Так, что у нас здесь по узору? Вместе с кромочной получается 4 петли у нас с зеленым цветом. Первую мы сняли, вторую провязали, третью провязали, четвертую провязали. Далее одну белую мы снимаем. Одну провязали зеленым цветом, смотрим схему. Одну белую сняли, одну провязали зеленым. Опять одну белую сняли и последние 4 петли провязываем зеленым. Довязали. Второй ряд по боковой стороне провязали. Перешли на изнанку и опять первую сняли. Все провязываем лицевыми петлями по узору. Снятые петли мы снимаем. Вот она белая, мы ее пересняли. Зеленую провязали, белую опять пересняли. И так до конца ряда. Так, в конце ряда я опять меняю цвет. Следующий ряд опять у нас вяжем по схеме, по узору белым цветом. Так, первая у нас по схеме белая, это у нас кромочная, мы ее сняли. Следующая у нас идет зеленая, мы ее тоже переснимаем. Далее 3 петли должно быть белым, провязываем. 1, 2, 3, провязали. Зеленую мы переснимаем. Далее 3 петли белым провязали. И последние полоски, 4 петли осталось, провязываем белым цветом. Все, изнаночную сторону опять мы вяжем по узору, без изменений по изнанке. А по лицевой стороне мы продолжаем вот этот вот узор до конца. Провяжем столько же рядов, сколько вы вязали по этой части. Значит, сколько она у меня боковушка в сантиметрах. Так, иди сюда. Так, где тут первый ряд? Это же в спокойном состоянии, вот 8,5 в нерастянутом, все это вот приблизительно. На растяжку я всегда пускаю где-то 2 сантиметра. Так, довязываем вторую часть. Закончила вязать вторую половинку, закрыли петли. Далее на круговые спицы номер 3, можно на 5 спиц набирать, кому как удобно. По всему слитку я наберу петли. Значит, количество петель. Вот смотрите, боковая часть у меня была 24 ряда, у меня будет 24 петли. По мыску у меня было 31 ряд, да, также 31. По центру набирала 13 и наберу 13. Значит, наберем петли и что? И провяжем 4 ряда лицевыми платочной вязкой. Потом я к вам вернусь и наберем петли по боковым сторонам пятки и перейдем к подошве. Я набираю петли с помощью крючка, ввожу крючок под 2 крайних дужки, захватываю нить и набираю. Если вам удобно набирать спицы, можно набирать спицы. Мне удобнее крючком. Захватили, набрали. Захватили, набрали. Просто в некоторых местах, на уголках, например, все равно придется применять крючок, поэтому так, наберу петли, провяжу 4 ряда, к вам вернусь. Так, провязала я 1, 2 зубчика, 2 изнаночных вот таких дорожки. Теперь следующий ряд вяжу, дошла до края. Сейчас по боковой стороне по пятке наберу петли, всего у меня здесь будет 13 петель. Опять с помощью крючка я захватываю нить и под дужками вытаскиваю петельку, набираю.
Заканчиваю набирать петли. И вот последняя петля. Набрали. Теперь все петли до второй половины, до пятки провяжем теперь по изнаночной стороне. Все провязываем лицевыми опять. И точно так же наберу на второй стороне по пятке, по боковой стороне наберу петли. А потом уже перейду к подошве. Значит, вяжем полностью все петли. Сейчас набранные петли нужно будет отделить маркером. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так, отделили. Переходим на боковую сторону, провязываем все лицевыми. Довязали ряд до конца. Теперь набираем петли по этой стороне. Захватила, вытащила и на спицу. Ой. Наберем здесь петли и обратно вернемся по лицевой стороне, провяжем изнаночными петлями. Возвращаемся обратно, провязываем все теперь. Набранные петли все провязываем изнаночными. Так, провязали. Переходим теперь к подошве. Все стягивать здесь. Значит, подошву я начну вязать на средних 13 петлях и буду ее расширять. Сейчас вот эту вот часть боковую до подошвы я провяжу все лицевыми. Можно, конечно, нить обрезать и сразу начать с середины, прикрепить нить, вязать подошву. Ну, я провяжу эту часть. Значит, как я буду вязать подошву, смотрите. Начну вязать платочной вязкой подошву. Буду расширять, делать прибавки в начале и в конце ряда. Подошва у меня широкая. У меня будет по подошве, сразу скажу, 23 петли. На меньший размер наберите 21. У меня на 39 я рассчитала 23. Я вязала подошву со снятыми петлями. Уплотненная она такая вот получилась, поэтому она тоже немножко стягивает. Сначала попробовала вязать платочной вязкой, все лицевыми петлями, но довольно широкая получилась, как по мне. Ну, опять же, если на 40 размер, то можно провязать просто платочкой. Вот так вот. На маленький размер, как я уже сказала, убавить пару петель. Значит, после того, как расширила, я продолжу до конца вязать. Ну, а там уже потом перейдем на пятку. До туда еще дойдем. Значит, сейчас что мы делаем? Провязываем петли до начала подошвы и начнем вязать подошву. Так, начало подошвы. Я опять буду вязать спицами номер 2,5. Значит, 13 петель. Я сейчас до 13 петли, до последней провязываю. Провязываю все лицевыми. Девять, так, 10, 11, 12 и сразу 13 петля. Вот она последняя. Маркер выброшу теперь. Сразу соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаю, провязываю опять все лицевыми и последнюю петлю
буду соединять с петлей с боковой спицы. По изнаночной стороне 2 вместе я провяжу лицевой петлей. Так, довязала до конца. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 и 13 у нас. Провязываю 2 вместе, соединила, соединили. Все, теперь по лицевой стороне. Господи. В каждом лицевом ряду, в начале и в конце ряда, я буду делать по одной прибавке, расширять подошву. Поэтому я боковую часть всего лишь сделала 3 ряда, вот этих вот 3 зубчика, так как подошву сделала шире. Не могу никак я приспособиться. Ну, первую сняла, вторую провязала, одну добавили любым удобным для вас способом. Далее вяжем до конца ряда, не довязывая опять 2 петель, сделаем одну прибавку. Так, осталось 2 петли у меня на спице. Одну прибавила, одну провязала лицевой и последнюю петлю соединяем с петлей с боковой спицы. Я соединяю 2 вместе изнаночной. Развернулись на изнаночную сторону, все провязываем лицевыми. Довязали до конца ряда. Последняя петля, мы ее соединяем с петлей с боковой спицы. Соединили 2 вместе, провязали лицевой, подтянули. Опять у нас лицевая сторона. Первую петлю снимаем, вторую провязываем, делаем одну прибавку. Далее все вяжем лицевыми, провязали, прибавили одну. И также прибавляем в конце ряда и кромочную петлю соединяем с петлей с боковой спицы. Значит, сейчас провяжем вот этот мысок, расширим. Как я уже сказала, у меня будет 23 петли, потому что вязка со снятыми петлями, вязание узор, он немножко стягивает. Поэтому я вот примерила, все нормально. На меньший размер, как я уже говорила, оставьте на пару петель меньше. Так, последнюю соединили. Все, переходим на изнанку, вяжем по узору, прибавляем петли, расширяем мысок. Сделала я последнюю прибавку по лицевой стороне. Теперь по изнаночной стороне я первый ряд провязываю все изнаночными петлями. И следующий ряд с лицевой я перейду к узору со снятыми петлями. Значит, здесь довязываю все изнаночными. Он у нас и далее будет по всей подошве провязываться изнаночными петлями. Последнюю кромочную петлю я теперь буду соединять также изнаночной петлей, 2 вместе. Теперь провязываю изнаночные. Так, перешла на лицевую сторону, чтобы не соскочила. Что у нас здесь вот так вот получилось. Теперь продолжаем вязать. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Ой, какой темный цвет на экране. Он такой у меня вообще-то ярко-зеленый цвет зеленки. Ну, вот так вот камера цвета затемняет, особенно у меня. Первую сняли. Вторую я провязываю лицевой. Одна лицевая. Одну снимаем, не провязывая нить за работой. Все, вот и весь узор. Одну провязала лицевой, одну сняла. Одну провязала лицевой, одну сняла. Так вяжу до конца ряда. Одну провязали, одну сняли, не провязывая. Провязали, сняли, провязали, сняли. Так, пришла в конец ряда. Осталось у меня что тут 2 петли. Предпоследнюю провязала лицевой и последнюю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю теперь лицевой петлей. Соединила, провязала.
Вяжем по изнанке все изнаночными петлями, все ряды до самого окончания узора. Изнанка у нас будет изнаночные петли по лицевой стороне, одна лицевая, провязали, одну сняли, не провязывая. Все провязываем изнаночными и кромочную соединяем изнаночной петлей. Довязала ряд до конца, соединила последнюю петельку, 2 вместе, провязали изнаночной, все. Продолжаем вязать подошву. Все то же самое, лицевая сторона, первую снимаем, следующая у нас идет, провязываем лицевой. Ой, что-то тут она разъединилась. Так что ж такое, ну, время идет, время. Ах, провязала, одну сняла, нить за работой, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Значит, продолжаем вязать. Закончим подошву, довяжем вот до наших маркеров, где начинаются у нас вот эти вот петли, которые я набирала по боковым сторонам полностью. Вот у меня 23 петли, может у вас 21 петля будет меньше. Довяжем вот до этих маркеров, я к вам вернусь, и там уже будем вязать пятку. Ну, вот так вот. Так, вяжем, встретимся. Закончила вязать подошву. Вот довязала до пятки. Остались боковые части пятой у меня. Примерили. Теперь переходим сейчас к пятке. Ну вот, смотрите, 23,5. Еще пустим на растяжку. Так, дальше. Пятку я буду вязать на средних 13 петлях. Сейчас у меня по подошве 23 петли, по боковым сторонам по 13. Вот я довязала до конца ряда, слетели петли. Так, вот начала ряда. Что теперь сделаю? По 5 петель переброшу на боковые спицы. Останется у меня средние 13. И буду продолжать вязать пятку. Значит, 5 петель, здесь 13. И здесь 5, будет 18 по боковым сторонам. И посередине 13. О, 13, да, правильно. Так, теперь, чтобы здесь дырки не было, я вот так вот перекину нить. Теперь переснимаю 5 петель на спицу. 1, 2, 3, 4, 5. Пересняла. И с этой стороны перекину 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все, разделила вязание. 2, 4, 6, 8, 10, 13. И продолжаю также по узору со снятыми петлями провязываю пятку. Теперь, что у меня здесь осталось? Первая у меня провязанная, следующая снятая. Первую провязываю. Провязываю теперь 13 петель, и 13 петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. Так, лицевую одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Так, провязываю все петли пятки. Так, сняли, и вот она последняя, 13-я. 2 вместе провязываю лицевой петлей. Провязала все, развернулась на изнаночную сторону, первую сняла, оставшиеся петли провязываю изнаночными, и последнюю 13-ю петлю буду соединять изнаночной петлей с боковой спицы. Так, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
Соединяем 2 вместе, провязала. Точно так, как я вязала подошву, только здесь вот петли сбросили на боковые спицы. Перешли на лицевую сторону, продолжаем, вяжем пятку, соединяем все петли. Еще вот хотела остановиться на таком моменте. Я сейчас вот провязала вот эти боковые 5 петель и перехожу к 13 петлям, которые мы набирали, да. Ну и вот здесь пространство такое образовалось. Что здесь сделаем, чтобы не было дырочки? Поднимем одну петлю. Вот как в носках, когда вяжешь. Вот одну петлю подняла и все вместе их провязала, лишнюю петлю. Или можно было накид сделать вначале. Вот подтянули все. И точно так. А на второй стороне я перетягивала ее, когда начинала. Все, закрыть это пространство. Это. Далее продолжаем все вязать по узору. Довяжем сейчас все петли до конца, соединим. И я к вам вернусь, сделаем обвязку. Заканчиваю я, довязываю пятку. Так, это вот белую нитку как-то пропустила. Ну ладно, уже распускать не буду. Смотрите, у меня сейчас последний ряд. И я в последнем ряду, следующий ряд я буду закрывать, убавлю по одной петле. 2-3 раза равномерно убавим, чтобы меньше было петель при наборе сейчас для обвязки. Но если у вас маленький размер, у вас и так петель меньше, поэтому этого делать не нужно. Так, 2 вместе провязала, да, вот 2 вместе провязала. Далее опять провязываю изнаночными. Вот, 2 петли просто провязала вместе. Так, последнюю провязала изнаночной. Все, перешла на лицевую сторону. Теперь по 2 петли опять закрываю вместе. Все, закончили. 2 вместе провязали, набросила петлю. Опять 2 вместе провязала, набросили. Так, и осталось у меня здесь боковая, и здесь 2. Я их 3 вместе закрою. Так, все, теперь далее сделали. Они не сильно высокие получились, поэтому сейчас сделаем обвязку. Что еще хотела сказать? Я переживала, что у меня ниток не хватит. Вот еще осталось. А было у меня грамм 80 зеленых. Ну, а белых много осталось с мотка. Так, теперь, девочки, вот такую, как всегда, я сделаю обвязку. Значит, у меня всего будет сейчас на 4 спицы по кругу наберу петли. У меня всего будет 64 петли. Буду вязать зеленым цветом. 5 рядов провяжу зеленым. Первый ряд я провязала изнаночными. Далее лицевыми петлями провяжу 5 рядов. Внутреннюю часть я провязала белым цветом. Это по желанию. Можно все одним цветом вязать. Всего у меня будет 13 рядов. Внутреннюю часть я вяжу спицами на полномера меньше. Вот. Теперь эту петлю на спицу набросили. Крючок ввожу под 2 дужки вот сразу. Ох, где же она тут вторая эта дужка, ну? Набираем петли. Можно даже в начале вот по крайним петелькам, по косичкам примерно посчитать, сколько у вас будет петель. Если сильно много, допустим, получается, то при наборе вот одну можно пропустить, например, зеленую. Смотрите, вот белую подняли. Далее у нас идет зеленая. Можно ее просто пропустить, уменьшим, чтобы потом лишние петли не закрывать. Вот так вот. Просто ее пропустили. Все. Значит, наберем сейчас петли. Средние 5 петель мы их провяжем лицевыми. Следующий ряд буду провязывать все изнаночными, а далее вязать по кругу лицевыми петлями. Ну, там я к вам вернусь потом. Так, сейчас набираем и один ряд провязываем изнаночными все, а далее будем вязать лицевыми. Захватили петлю, набрали. Еще раз по 2 дужки ввела, захватила, набрали.
После того, как я провязала первый ряд изнаночными петлями, далее я провязала 13 рядов лицевыми. Последний ряд я провязала опять зеленым цветом. Сейчас я буду прикреплять к слитку эту обвязку. Высоту у меня получилось 3,5 сантиметра. Теперь далее что я делаю? Выворачиваю на изнаночную сторону. Разровняли все аккуратненько, чтобы ничего не перетянуло. Снимаю первую петлю, подхватываю, вот сразу у нас идет, смотрите, вот они петельки под кромкой, поперечные изнаночные петельки, подхватываю самую первую петлю. Так. Протянула ниточку через одну и вторую сразу вот так вот, опять снимаю. Подхватила петлю и подвязываем. Зацепилась нитка здесь у меня. И в камеру смотрю, и вниз смотрю. Раз протянула ниточку и еще раз. Еще раз снимаю. Подхватываю под кромкой поперечную изнаночную петельку до петли наборного ряда, как я уже говорила или не говорила. Раз протянула и второй раз протянула. И так по одной прикреплю вверх к слитку по одной петельке, буду подвязывать. Расхватила, нить захватила, раз протянула, второй раз протянула. Сильно туго не затягивайте. Петлю сняла. Все. Закончим, прикрепим всю нашу обвязку. И на этом у меня сегодня будет все. Всем спасибо за просмотры, за лайки, комментарии и подписки. Всем пока-пока. До новых встреч.